Наша команда — это сложный механизм. Каждая деталь должна быть совершенна. Нам нужна моментальная реакция, идеальная коммуникация и точность в каждом движении. Это и есть секрет победы. Ну что, друзья, мы находимся на этом прекрасном газоне. Вокруг нас летают бабочки и растут цветы. Ситуация и обстановка комфортная для того, чтобы мне с Андреем пообщаться о том, что происходит сейчас в команде, в каком настроении ребята. Ну, давай, в общем-то, об этом и поговорим. Как ты оцениваешь форму ребят сейчас и вот какие-то последние события, расскажи, которые происходили с вами. Какую ты оценку им дашь? Форма команды пока средняя. Мы потихонечку входим в сезон после отпуска. Нам в целом давался онлайн тяжело и до отпуска, и теперь после отпуска мы в первую очередь приходим в себя после такого перерыва, то есть нужно всем вернуть знания, скажем так, наших всех наработок и всего остального. Это самое главное. Вот. И ко всему остальному еще есть онлайн, то есть мы все равно все-таки команда LAN, и долгое отсутствие онлайн-матчей сильно на нас сказывается. Но мы видим сейчас, в принципе, чем больше мы играем онлайн, тем нам комфортнее играть. Вот даже вот Пролига — это вообще идеальный для нас формат, потому что ты играешь без страха поражения. По сути, у тебя всегда есть там эти 7 матчей, которые ты можешь отыграть на уровне, а когда ты играешь на вылет, и у тебя не было дано онлайн-матча, некоторые игроки могут чувствовать дискомфорт, даже, наверное, неуверенность и терять уверенность в себе, если они начинают проигрывать. Ну и у вас пока все получается. Вы на первом месте в группе? Да. Ну, мы на один матч больше сыграли, и на первом месте в группе, но проиграли Энс. Угу. Ну, у вас комфортная группа, да, по сравнению с группой Б, как ты считаешь? Вообще, да, Астралис в другой группе. Наверное, главный конкурент — это Астралис для нас сейчас. Вообще в целом или на ИПЛ? В целом. Эта команда всегда показывает высокий уровень игры. Мы хоть и выигрываем у них последние три встречи, то есть мы им не проигрывали, но все равно эта команда считается для нас самый эталон, который только может быть. С ними всегда сложнее всего играть, нужно к ним отдельно готовиться. Ну, ко всем надо готовиться, но к ним по отдельному. Они находятся часто в мете, понимают, как нужно использовать последние новшества в КСе, то есть они находятся всегда на высоте. Хотела поговорить немножко о Мапуле. Насколько вообще ситуация изменилась, опять же, в контексте онлайна, потому что мы видели от вас Dust 2, который вы пикали практически всегда, сейчас там винрейт не самый лучший. На ESL мы видели там Трейн против Непов, который также был, откровенно говоря, не очень по результату. Расскажи, как сейчас обстоят дела, меняете ли вы что-то, или это все, нормальное течение дел? Ну, в целом сам ESL я бы даже связывал не с Мапулом, а в том плане, что мы отыграли плохо две игры с Непами и с Complexity. То есть, про то, что мы говорили до этого, команда не смогла показать свой высокий ОБС, не смогла выйти в максимально боевом состоянии на матч. Вот в чем была проблема, как мне кажется. То есть, то, что мы показывали на праках, мы не смогли показать в матче против Complexity и НИП. Зависит всегда все от соперника. Вообще, любой матч можно рассматривать с точки зрения многих факторов. То есть мы смотрим на соперника, их сильные карты, наши сильные карты. При том, что может быть такое, что матч может быть в разные дни. Например, в один день мы сыграли с Непами. Могут быть одни карты, в другой день другие, потому что мы смотрим, как они апдейтят свои карты в течение турнира, как они улучшаются. Например, взять Непов. Они, например, плохо играли нюк. Но если с ними пикнут 5 раз нюк, и они 5 раз играют и проиграют, то на 6-й раз с ними нам глупо будет пикать нюк, потому что они, скорее всего, уже проделали огромную работу над ошибками на этой карте. И поэтому все зависит от ситуации. То есть от матча к матчу мы коррелируем карты. Но если брать комфортные карты, да, комфортные для нас Dust 2, Трейн, Нюк. У вас по статистике Overpass. сейчас на ХЛТВ, там, по-моему, Мираж сейчас первая карта. Ну, как и ты, статистика, она в том числе обманывает, говоришь. статистика очень сильно обманывает. То есть я склонен мыслить всегда, что она может запутать наоборот. Ну, то есть если у тебя написано, или не у тебя, а у любой другой команды, что Мираж там топ-1 или Dust 2 топ-1, это не значит, что это их топ-1 карта, да? По сути, все да, может быть иначе. у нас так точно, это так и есть. Мы всегда отталкиваемся от состояния
команда на данный момент. То есть, например, мы сыграли, мы могли готовить какую-то карту, например, Overpass, предположим. Мы готовим, играем матч, и мы думали, что будет одним образом, как бы ожидания, а в реальности показали плохую игру, вылезли какие-то ошибки, косяки, и мы начинаем видеть, что конкретно вот эта ошибка не даст нам играть Overpass против другой команды. И мы от него отказываемся, начинаем тренировать другую карту. Тут тебе нужно уже время, чтобы эту карту снова наиграть, хотя бы дней 5. И тут ты как бы ждешь конец турнира, или пытаешься в течение турнира найти время, чтобы это все подтянуть, подкорректировать. То есть это все очень сложный процесс. Он не такой простой, как увидят зрители или кто-то еще, поэтому с Мапулом все очень неоднозначно. Хотела спросить по поводу самого буткемпа. Вы здесь не в полном составе, тут остался Перфекто, Бумыч, Флейми и ты из команды. Расскажи, чья это была инициатива все-таки продлить немножко буткемп и как вообще все проходит, на твой взгляд? Ну, причина — это позорное выступление в Кёльне. Оно было, по сути, для нас недопустимо. Мы провели беседу и сказали, что с такой игрой, если мы сейчас как бы поедем играть сезон типа все из домов, то будет только хуже. То есть игроки не готовы, у них очень много ошибок в игре. В частности, у Кирилла, Егора и Ильи больше всех ошибок в игре было. В то же время была сложность в подходе, наверное, к матчу, то, что я говорил про ОБС, то есть оптимальное боевое состояние. И сложно было его найти игрокам, создать прямо перед матчем. Поэтому мы приняли решение, что нужно продлить буткемп на месяц и отыграть EPL. Более плодотворная работа будет однозначно на буткемпе. Плюс сам турнир, он как лига длинный. И я подумал, что это будет очень плодотворная работа на самом буткемпе, если всю эту лигу отыграть именно в таком формате. Вот, то есть можно каждый матч отыграл, сразу сел, разобрал, вживую пообщался. Намного проще это все делать. Вот. А почему тогда не остались все впятером? Денис — семья, и он не может на такие длительные буткемпы уезжать. То есть месяц его дома уже не было. У него как бы ребенок, жена. Как я вижу, вообще Денису проще играть все-таки из дома, потому что он чувствует какой-то все-таки... Спокойнее, да, наверное, себя спокойнее, чувствует комфорт и так далее. И есть все-таки один нюанс, что он, уезжая из дома, попадает в какой-то легкий отпуск. Не сильный отпуск, конечно, здесь мы как бы требуем от игроков каких-то обязательств и всего остального, но все равно он от чего-то отдыхает и попадает в такой капкан, получается, в ловушку. То есть как бы приехал работать, но в то же время отдыхает от какой-то домашней рутины здесь. И это, мне кажется, не сильно сказывается, но это сказывается в каких-то маленьких нюансах, которые проявляются даже бывает в игре, вне игры. По этой причине Саня сказал, что он не против, в принципе, играть отсюда, но мы решили, что лучше, чтобы он тоже был чуть изолирован и играл из дома, потому что ему чувствовать свою максимальную игру. Мы решили попробовать, в принципе, поиграть первые матчи, чтобы он играл из дома и чувствовал свой максимальный уровень игры. И так и получилось, что многие матчи, я смотрю, что он прям на уровне играет, прям на пике, да. Он играет на пике, то есть играет против даже тех же АГО. Была очень скользкая, и в основном я бы сказал, что ключевым фактором был именно он в нужные моменты, типа на многих картах. Там именно ключевые моменты, переломные моменты игры построились именно чисто на индивидуальном скилле Сани. Мы нашли такой баланс, как лучше продолжить работать. И сейчас, в принципе, работа очень плодотворная. Да.